Привет, меня зовут Назарий, и вы на моем канале о работе с 3D. Это видео было создано для того, чтобы сделать вас чуть более профессиональными, нежели вы были до этого, если вы уже не являетесь мастером в нашем деле. Если вкратце, вы, как и я, наверняка ловили себя на мысли, что было бы неплохо организовать свой рабочий процесс в 3D опрятнее и более логично, либо же вы просто хотели сделать вашу работу более оптимизированной, как минимум для того, чтобы экономить время. И так получилось, что именно в этом видео я покажу вам практичные способы, позволяющие как минимум делать вещи быстрее, удобнее и чище, что, несомненно, важно при трудоустройстве или же там повышении квалификации. Поэтому давайте начнем, рассмотрим, собственно, эти способы. И начнем мы с того, что мы займемся превью для файлов, потому что в Blender, насколько я помню, автоматически стоит у нас файл preview type, собственно, автоматический. Что это означает? Это означает, что если я захочу глянуть, как это выглядит у меня в моей файловой системе, я увижу в данный момент вот такую вот интересную вещь, которая у меня возникает, потому что у меня здесь есть объект, volume объект, который, ну, грубо говоря, это просто дым. Дым, туман, называйте как хотите, собственно. Да, само собой, что если я его там выключу, там сохраню еще раз, посмотрю сюда, я увижу, в принципе, вполне неплохой вариант для того, чтобы ориентироваться как-то. Вот, но все же данный рендер превью, он, ну, не настолько удобный, насколько мог бы быть. Глаз, возможно, не будет сразу цепляться за этот файл, если вы его будете искать среди множества других файлов. И что мы сделаем? Для начала я бы хотел вернуть тот куб, тот volume, который у меня здесь был, собственно, посмотреть, как это выглядит на рендере. То есть, условно, у меня вот есть вот такая вот комнатка, которую я бы хотел видеть именно на превью как комнату, собственно. И если мы перейдем в настройки Blender, зайдем в Save and Load, здесь у нас будет вот такое вот место, файл preview type. Стоит у нас сначала автоматический, но мы можем выбрать либо скриншот, либо камера view. Что это такое? Если мы возьмем скриншот, например, да, закроем и нажмем, например, Ctrl-Space или Command-Space, если я не ошибаюсь, на Mac, у нас вот это вот окно откроется на весь экран. Давайте подождем, пока оно отрендерит. Вот как-то так. Ctrl-S, чтобы сохранить. Ну, я нажимаю 2 раза, потому что у меня Blender как-то корявенько сохраняет, но тем не менее, я сохранил, перехожу. И вот я уже здесь вижу то, что у меня именно превью моей комнаты, потому что оно буквально сделало скриншот моего вот этого Blender окна и разместило это как превью. Ну, собственно, это вот здесь заметно. Если у вас будут какие-то более крупные детали, оно будет, ну, еще лучше видно. Либо же, что мы можем сделать еще? Какие у нас есть еще варианты? Давайте еще раз Ctrl-Space, файл, Preferences, и затем вместо скриншота, например, камера View. Камера View. И что нам нужно сделать? Мы, к сожалению, рендер вот как таковой из Cycles не можем сохранить видом из камеры. В Eevee это вроде бы возможно, но в Cycles нет. Вот, что мы делаем? Мы переходим в Material Preview. Вот этот вот кубик нам уже будет как бы мешать, поэтому я его просто как минимум скрою. View Camera. Так, жду, пока там мои текстурки подтянутся, потому что нам, собственно, нужны текстуры для того, чтобы это все у нас сработало. Вот, мои текстуры уже подгрузились. У нас есть вот такой вот вид. И здесь мы нажимаем вот на данную кнопочку. У нас есть галочка Scene Lights. Мы ее включаем. Это чуть-чуть делает картинку лучше. Здесь не самый показательный такой вот пример. Но, как вы видите, добавляется у нас освещение. Ну, такое вот оно имитируется, как будто бы из рендера, что чуть-чуть улучшает нашу картинку. Вот, теперь мы можем вырубить все вот эти вот направляющие, нажать Ctrl-S, чтобы сохранить. Так, ну и вот оно, в принципе, подтянуло это все. Оно выглядит похуже, но, тем не менее, как минимум, можно ориентироваться по цветам. Вот сейчас я возьму и другой пример вам покажу. Вот у нас есть достаточно такой простенький пример, где у нас есть вот обычные материалы, без ничего. Как они выглядят в обычном сохранении. Так, вот они выглядят в обычном сохранении вот так вот. Но при этом, если мы включим вот здесь Scene Lights и Scene World,
Сохраним. И посмотрим. Теперь у нас здесь появились вот эти именно лучи, которые мы только что добавили. И теперь это выглядит, ну, намного получше. Поэтому пользуйтесь. И, возможно, все-таки скриншот будет для вас удобнее, потому что тогда можно лучше передать детали. Ну, потому как эта штука, она работает не всегда и не везде хорошо. Но в таких вот простых примерах почему бы и нет. Стартовый файл с настроенным рендером и окнами. Я не часто видел, чтобы кто-то это использовал. Особенно новички, потому что все мы привыкли удалять вот этот дефолтный куб, который у нас есть поначалу. Возможно, для кого-то это хорошая, здоровая привычка, но мне кажется удобнее, когда у нас есть какая-то заготовка на самом начале. Что мы можем сделать? Мы можем изначально выставить нужный нам render engine, например, потому что постоянно по дефолту стоит Eevee, а я, например, работаю только в Cycles в основном. Поэтому я сразу себе поставил сюда Cycles. Затем, предположим, то, что мы скульпторы, и нам хочется вот работать именно со сферой изначально, но со сферой там, например, которая сделана из квадрата, из куба точнее, потому что она просто будет иметь равномерную сетку. Давайте для начала ее просто сделаем для примера. Я накинул несколько сабдивов, вот так вот. В Edit моде нажму F3 и, собственно, напишу toSphere и просто потяну вправо. Теперь наша вот эта вот квадратная сфера, она стала более округлой, и, например, если мы скульпторы, мы можем уже с ней начинать работать. Но давайте еще выберем какой-то маткап для красоты, вот, например, вот этот, и даже возьмем вид спереди, как-то настроим наши окна, как нам там удобно, условно будет, вот, допустим, вот так вот. И теперь мы хотим, чтобы этот файл был у нас стартовым, чтобы мы не тратили время на ненужные действия. Мы нажимаем файл, defaults, save startup файл и клацаем на save startup файл. Все, мы его сохранили. Теперь при открытии блендера у нас будет открываться именно этот файл. Даже давайте проверим. Удалим, просто чтобы видеть какую-то разницу. Файл, new, general, don't save. И у нас открылось все то, что мы только что делали. Поэтому можете настраивать это под себя. Коллекции и цвета. В принципе, тут все достаточно просто. Много времени на это тратить не будем. Что мы можем сделать? Мы можем просто взять, нажать M, New Collection. Не суть, как она называется. Вы можете называть ее так, как вам удобно. Просто условно у нас есть разные коллекции. И вот здесь, чтобы не теряться визуально, мы можем просто взять и поменять в каждой коллекции свой цвет. Удаление материалов также очень удобная вещь, потому что иногда бывает такое, что мы накидываем себе кучу каких-то материалов, которые потом просто не используем, и они нам мешают пользоваться просто системой материалов, собственно. Поэтому мы можем их удалить. Нажимаем на вот данную иконочку, переходим в Blender File, затем Materials, и вот здесь мы видим по названиям, например, материал 001, мы его просто берем и просто удаляем. Собственно, таким образом мы можем почистить наши файлы от ненужных материалов. Далее мы немножечко заденем Quick Favorites, то бишь какие-то быстрые, какое-то наше избранное, да, какие-то избранные инструменты или действия, которые мы совершаем очень часто. Мы можем делать их намного быстрее, чем мы их делаем обычно. Например, я думаю, что каждый уже привык проверять нормали на вывернутость, и для нас это такой обычный процесс, когда мы нажимаем сюда, затем Face Orientation и смотрим. Да, мы что-то вот находим и выворачиваем это обратно. Но как это можно сделать быстрее? Давайте я выключу. Правая кнопка мыши на Face Orientation, и затем здесь есть вот такая вот надпись Add to Quick Favorites. Мы добавляем, и затем, если мы просто нажимаем Q на клавиатуре, мы видим то, что у нас здесь оно вот появилось. Нажимаем, все, теперь мы можем взять и вывернуть это все так, как нам надо, опять Q и опять нажимаем. Либо же вы можете добавить что-то другое, например, Shift-A. Давайте, например, у нас есть такая привычка добавлять Сюзанну. Мы вот на нее наводим, правая кнопка мыши, Add to Quick Favorites, Q и затем Monkey. Вот. Такое удобно также делать в кисточках при скульптинге, поэтому пользуйтесь этой вещью. Как минимум, я на своем опыте прям проверил то, что это классно работает, когда ты там привыкаешь проверять эти нормалки, и не нужно каждый раз вручную мышкой это все проклацывать. Мы используем горячие клавиши. Далее давайте научимся не выделять те вещи, которые мы не хотим выделять, а вот сразу научимся трогать, брать, выделять то, что нам нужно выделить. Например, в данной ситуации я бы хотел выделить стул, например.
Я на него клацаю, но при этом он не выделился. Почему? Потому что у меня есть мой volume объект, который вот, собственно, здесь вот есть. Не обращайте внимания на такой вот бардак, я тоже постепенно прихожу к тому, чтобы делать это все более чистым и выверенным. Я думаю, что это очень полезная привычка, и этим видео я смогу и для себя зафиксировать этот момент. Ну да, смотрите, мы выделили наш объект с волюмом, и мы бы не хотели его постоянно вот так вот проклацывать, а хотели бы сразу нажимать на то, что нам нужно. Давайте нажмем вот сюда, здесь нажмем на вот данную иконочку стрелочки, и теперь нажмем вот здесь на стрелочку, чтобы просто убрать возможность выделять этот куб. И теперь я могу проклацывать любые объекты, и никакой куб с волюмом он мне теперь не мешает. Работа с материалами тоже очень важный навык, и здесь я могу вам посоветовать два вот таких вот приема. Вы наверняка о них знаете, но тем не менее они все же вошли в данное видео, потому как я считаю, что они очень полезные и удобные. Смотрите, например, у вас есть какой-либо материал. Вот что-то типа этого. И вы условно хотите из этого создать какой-то один материал, чтобы это не была какая-то каша из нодов, чтобы это можно было просто скопировать и условно подключить. Вот, поэтому что мы можем сделать в такой ситуации? Мы можем выделить все, нажать Ctrl-J, собственно, Ctrl-G, Ctrl-J. Возможно, вот сейчас будет понятнее, если я просто возьму и сделаю все то же самое. Вот, да, и теперь что у нас из этого получилось? Нажимаем Ctrl-Tab, чтобы вернуться в предыдущее окно. И вот здесь все наши ноды, они взяли и подключились к Base Color. Они собрались вот в такую одну ноду, которая внутри содержит в себе вот данную связочку. Нажимаем Tab, заходим, Tab, выходим. Вот. И да, что мы можем сделать? Например, создать какой-то input, например, для scale, чтобы у нас, например, был одинаковый scale для noise текстуры и для magic текстуры. Мы подключаем этот пин к scale, и вот здесь его же тоже к scale. Нажимаем Tab, и мы видим то, что у нас появился вот это значение, которое мы можем редактировать достаточно вот удобно. Ну и таким же образом можно добавлять новые пины, например, к distortion, да. Давайте distortion здесь тоже подключим, и его вот выкручиваем. И таким образом у нас получается такая вот нода. Давайте нажмем F2 и как-то ее подпишем. Материал. Вот, теперь мы его переименовали. Да, и что еще мы можем сделать? Например, нажмем Tab, зайдем сюда, и чтобы какой-то человек, который сюда зайдет, не запутался, хотя вот в этом сложно запутаться, но тем не менее. Что мы можем сделать? Shift-A и пишем frame. Вот мы сделали такой фрейм, и давайте просто возьмем, не знаю, все перетащим, или давайте даже не все, давайте вот Magic текстуру перетащим вот в этот фрейм сюда, и теперь возьмем и как-то его rename, давайте, например, Magic. Вот, теперь мы подписали данную область как Magic, и это позволяет нам лучше структурировать именно наши материалы, поэтому не забывайте пользоваться этим тоже. Выбор маткапа и Cavity. В целом, тут по оптимизации ничего такого нет, скорее это оптимизация визуальных ощущений от того, как выглядит именно Solid Mode в вашем рендере. То есть, что мы можем сделать? Мы можем взять и просто сделать все это приятнее для глаза, например, выбрав какой-то понравившийся нам маткап, например, что-то вот такое, и вы наверняка часто видели в разных видео, где у нас все вот эти вот грани, они как будто бы как-то выделяются, обводятся, подсвечиваются, не знаю, как сказать. Вот так это выглядит по дефолту, но если вы включите галочку Cavity, у вас появится вот такая вот, что ли, подводка для каждой линии, которая в целом сделает Solid Mode чуть-чуть приятнее. Давайте рассмотрим инструмент выравнивания в Blender. Те, кто пользовались, например, иллюстратором, знают, как помогает вообще эта вещь, когда надо взять и выровнять какие-то объекты по определенному принципу. Я долго искал это в блендере, потом оказалось, что есть просто такой встроенный аддон, который включается, собственно, в аддонах. Он называется Align Tool. Вот таким вот образом, Align Tools. Что мы можем с ним сделать? Находится он у нас в Item, Align Tools, и, например, выделяем все объекты, и мы можем выровнять поворот, scale или положение, но давайте выровняем все объекты по оси X. Нажимаем,
И вот оно выровняло относительно того объекта, который мы выделили, и теперь оно все находится, по сути, на одной оси. Например, по Y теперь вот так вот, и если мы нажмем Z, то оно просто, по сути, переместится в точку, где находится наш активный элемент. То есть вот так. Ну и тут теперь каждый, собственно, вот этот вот объект. Это очень важная вещь, она очень удобная, я очень рекомендую ею пользоваться, поэтому добавляем этот аддон и не забываем о нем. Вы, наверное, немного удивитесь, почему сейчас открыто не окно блендера, но это такой самый базовый вообще совет, который можно дать по оптимизации процесса, это использование шорткатов. Я видел огромное количество вот этих картинок, там, где есть шорткаты, собственно, но мне они показались очень неудобными и просто, громоздкими, то есть непонятно, на что смотреть. Поэтому я нашел такой документ, где описываются шорткаты блендера. Конечно, это для версии 3.0, уже наверняка что-то поменялось, но основные вещи, они всегда здесь присутствуют. Поэтому ссылку я оставлю. Вы переходите, смотрите и, собственно, пользуйтесь, если вы еще как-то не знакомы с шорткатами, потому что это супер важно. Следующий совет, он будет скорее для тех людей, которые либо же хотят попробовать, либо только вот начинают работать со скульптом в блендере, с графическим планшетом. Изначально, когда вы его включаете и пытаетесь что-то делать в блендере, у вас не получается даже банально перемещаться. То есть вот я нажимаю Alt, рисую условно по планшету, и я не кручусь, ничего не делаю. Что мы делаем? Переходим в Preferences, Input и Emulate Rebutton Mouse. Вот мы включаем эту галочку, и затем, нажимая Alt, я вращаюсь по кругу, Ctrl-Alt я вот так вот зумлю, и Shift-Alt я вот так вот перемещаюсь, вот, и в принципе вот это и все. Поэтому да, включайте эту галочку, если вы хотите заниматься скульптом в блендере. Следующий инструмент позволит нам делать несколько рендеров за раз. Я тоже не часто видел, чтобы этим пользовались. Возможно, тому есть причина, есть какой-то там удобный аддон или еще что-то. Но я буду говорить о встроенной вещи, которая уже изначально есть в блендере. Это стереоскопия, которая позволит нам сделать там несколько рендеров просто за один присест. Условно вам надо поставить это все на ночь и просто лечь спать, пусть там несколько картинок рендерится. Что можно сделать? Давайте для начала просто создадим какие-то камеры, нужные нам ракурсы. Так, вот что-то типа вот такого, например. И возьмем еще, создадим одну камеру. Так, переключимся сразу на нее вот здесь. Давайте камера 2 пока что будет. И давайте вот так вот переместимся вверх. Вот, у нас есть два вида, которые нам нужно отрендерить за один раз. Что мы делаем? Так, мы переходим во вкладочку «Сцены», включаем стереоскопию, и вот тут мы видим название для камер. Что нам нужно? Нам нужно включить Multiview, и затем вот мы видим камера суффикс. Нам нужно взять и сделать эти суффиксы для тех камер, которые у нас здесь есть. То есть у нас есть камера, например, вот это будет просто камера left, камера /L, а вот это камера R, то есть камера right. Давайте так и сделаем. Я удалю двойку и R. Вот. Затем у нас вот здесь есть во View стереоскопия. Мы ставим Views. И теперь давайте... Вот так вот у нас View камера есть. Давайте нажмем F12, но сначала, наверное, какой-то просто свет добавим, чтобы это хотя бы видно было. Sun. Как-то так просто. И сразу же сэмплы чуть-чуть поменьше, просто потому что нам это все надо для демонстрации. Я нажимаю F12. У нас рендерится это. Мы ждем. Вот у нас появился второй рендер. Мы вырубаем вот эту вот галочку с вот этими вот 3D очками. И вот здесь переключаемся просто между нашими камерами, которые мы вот отрендерили. Ну, сохранять это все по дефолту то же самое, как и обычно. Поэтому, если вам надо сделать несколько рендеров, пользуйтесь вот, собственно, этим способом. И последнее, о чем бы я хотел упомянуть, это создание нескольких сцен внутри одной сцены. Иногда бывает такое, что вам нужно сделать какие-то минорные изменения, ну, хотя они могут быть на самом деле достаточно и кардинальными, но бывает такое, что вы вот не хотите плодить огромное количество файлов. Что вы можете сделать? Вы можете сделать несколько сцен внутри одного Blender файла. Например, просто для примера возьмем то, что нам надо посмотреть разные типы освещения на разных сценах, но ничего не меняя, кроме света.
При этом не копируя вот эти вот источники света в разные коллекции, потом включать эти коллекции как-то, то, что у нас тут один цвет, тут другой. Что мы можем сделать? Давайте посмотрим на то, что у нас сейчас есть. Предположим, это наш первый цвет. Затем вот здесь у нас есть вот такая вот область. Мы можем нажать и сделать полную копию текущей сцены. Нажимаем на Full Copy. У нас она скопировалась. Если вы посмотрите, поменялось название. И теперь, например, возьмем красный цвет. Angle там 20, сила 10. И вот у нас есть одна сцена, есть вторая сцена, соответственно. Поэтому пользуйтесь вот такими вот методами. Возможно, у вас будет одна сцена для того, чтобы там хранить файлы, вторая сцена для основной работы, ну и там еще третья какая-то. Поэтому да, пользуйтесь этим тоже. И в целом это все способы, которые я могу назвать именно сейчас. Если я о чем-то забыл, что-то не сказал, что-то, возможно, не так, вы обязательно напишите об этом в комментарии. Я всегда буду рад конструктивной критике или конструктивным советам. Да, и еще такой момент, то что, например, если вам нужна какая-то помощь, вы сами не можете с чем-то разобраться, вступайте в группу в канале, которая есть на основном, точнее, на моем канале. Там будет ссылка на Telegram-чат, где вы сможете задать какой-либо вопрос. Пожалуйста, не надо мне прям спамить, там, знаете, в Инстаграм, там, условно, какие-то точечные моменты, потому что я просто, не могу ответить всем. К сожалению, у меня нет такой физической именно возможности. Поэтому, если вам надо что-то спросить, сначала заходите к нам в чат. Я там тоже сижу, и если у меня найдется время, я тоже подключусь к обсуждению. Вот, на этом у меня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, конечно же. Для меня это очень важно. Канал стремительно набирает подписчиков, просмотры. И для меня это большой показатель того, что я делаю все верно. Вот. В целом у меня все. Всем пока.